Всем привет! Я сегодня хочу вам показать, как можно сделать такой брелок. И мне просто самой хотелось посмотреть, как плетется этот узор и как он выглядит вот именно в шпагате, но можно делать из чего угодно. Нам обязательно с вами потребуется карабин, и у меня шпагат 5 миллиметров, у вас может быть шнур, крученая веревка. Мне кажется, с крученой веревки будет даже интересно выглядеть. Нам потребуется 3 отрезка по 1,20 м где-то так длиной. И еще один дополнительный отрезок, где-то 30-40 сантиметров в конце для того, чтобы закрепить, все наши отрезки. Мы сначала надеваем лицевым креплением все 3 отрезка, а дальше будем продолжать репсовыми узлами плести. И я вас прошу, смотрите на видео, как я это делаю. Я максимально понятно показываю и завожу нити, да, можно проследить за руками, так что я не буду просто лишний раз что-то комментировать. Посмотрите внимательней, и я думаю, вы поймете, куда какая нить ложится и как создается репсовый узелок. Репсовый узел, если вы прям совсем не знакомы, лучше перейдите на видео по макраме курсу моему, и там я показываю, что такое репсовый узелок. Это бесплатный курс, я ссылку оставлю под видео. Ну, давайте вот сейчас посмотрим. Я беру 2 первые нити и буду как бы наплетать на них последующие. Вот таким образом. И вот это раз мы сделали такой бочоночек. Это у нас и второй раз, вот это получается у нас репсовый узел. То есть 2 раза нужно намотать, и это уже репсовый узел. Вот, если вы с ним не знакомы, возможно, будет чуточку сложнее сначала, но попробуйте, и вы попривыкнете, я думаю. Все, посмотрите, как плетется, думаю, вопросов не возникнет. Спасибо, что смотрите это видео, и так же, как и я, интересуетесь макраме.
Вот на данном этапе нам требуется дополнительный отрезок 50 сантиметров длиной, там 40, вот 40-50 будет достаточно. И мы делаем вот такое вот закрепление в конце. Внимательно посмотрите, создаем петельку и наматываем, а потом нить, которой наматываем, в петельку ее загоним, подтянем, и у нас получится отличное вообще закрепление такое. Отрезаем сейчас все лишнее и подравниваем наш брелочек снизу. Ну, отрезаем на том уровне, на котором мы хотим, чтобы у нас осталась бахрома. Коротко, длинно, это не важно. Подравниваем как угодно. Вот я решила, что такой длины будет достаточно. И далее у меня с Алиэкспресса пришла такая штучка, которую я называю размахрявиватель. Вот, мне, конечно, не очень нравятся цвета. Я заказала еще одну деревянную, но она очень классно, кстати, шпагат на волокна вот чешет. Прям отлично. Рекомендую ее. Вот. Можно здесь подровнять как угодно. И на этом все, наш брелок готов. Я очень рада, что вы посмотрели данное видео. Буду рада подписке на канал, лайку, комментарию. Ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, потому что я выпускаю довольно часто. Я очень люблю макраме и надеюсь, что я вам помогаю в этом макраме мире.